Всем привет! Давайте с вами посмотрим, что в ближайшее время вас ждет. В ближайшие 2-3 недели. Да, можете загадать срок. 2 недели давайте ближайшие. Что вас ждет? Так, давайте посмотрим, в каких вы энергиях, да, сначала про вас. Пусть будут 4 позиции. Так, выбирайте, можете по камушку выбирать. Вот, это сердолик, горный хрусталь, аметист, эпидот. Вот, выбирайте, можете по камушку выбрать, можете так вот, по ощущениям. Будем смотреть. Давайте смотреть. Первая позиция. Вы сейчас, в каких вы энергиях? Вы сейчас бьете в закрытую дверь. В каких вы энергиях? Вы сейчас что-то хотите добиться, но у вас ничего не получается. Вы вроде бы действуете, но результата никакого нет. Видите? Вы сейчас очень эмоциональны, потому что то, что у вас не получается, вас это прям выбешивает иногда. Потому что вы вроде бы стараетесь, что-то делаете, но ничего не получается. Но знаете, у вас как еще бывает, вы стараетесь наскоками. То есть вот сейчас загорелся, я сейчас вот это вот сделаю, резко, необдуманно. Вы можете, кстати, ссориться с кем-нибудь, перепады настроения могут быть. Такое вот состояние, невозможность добиться того, чего хочу, как будто, вот знаете, почему все двери закрыты, что происходит. Вот. Вот здесь так вот. И какие же возможности к вам идут? Здесь какой-то будет большой соблазн. Какое-то предложение вам поступит. Но оно будет какое-то нечистое, нечестное, непрозрачное. Что-то не до конца ясное будет здесь. Знаете, возможно, вами захотят воспользоваться. Так. Давайте-ка еще глянем. На что же обратить внимание здесь? Обратите внимание на какого-то мужчину, потому что предложение какое-то придет от мужчины. Смотрите, здесь может быть нечестное предложение от мужчины, которым, знаете, как будто вот он вами воспользуется, а выберет другого человека. Он не даст вам то, что обещал, тех возможностей, которых обещал. То есть не верьте, здесь какой-то человек захочет воспользоваться вами, обмануть вас. И в итоге вы очень можете расстроиться. Откажитесь от этого предложения. Если что-то будут предлагать такое не до конца ясное, не до конца такое прозрачное, честное, то есть все спросите, что-то там будут какие-то подводные тайны, неясности, или потом скажу, или не знаю, вот что-то такое, не могу определиться, мне нужно время, да, вот это все, отказывайтесь от этого просто. Да, если вы откажетесь, вы будете очень довольны, вы как будто избавитесь от человека, который вам вообще не нужен, он вам. Да. А у вас впереди желанное событие, которое вы очень-очень ждете, вы что-то будете отмечать, праздновать. Впереди у вас, если еще не встретились со своим человеком, то встретите своего человека, с которым вам будет хорошо, будет комфортно, вы будете спокойны. Вот от этого предложения откажитесь, когда не ясно, что там вам предлагают. Да, лучше ищите что-то другое, потому что вам предложат. И вот, в общем, от человека, от мужчины сомнительное предложение не принимайте. То есть именно сомнительное. И когда вас не выбирают, когда есть еще кто-то, какой-то вариант, когда он не знает, когда он не может вам предложить ничего такого стабильного, может быть, возможно, какая-то такая ерунда. Потому что дальше у вас будет предложение, которые вы возьмете, которая как бы будет еще возможность. Так что не переживайте, откажитесь от этого, от нечестного какого-то договора.
Что-то такое, от соблазна такого. Вот. Так, давайте посмотрим дальше, что вас ждет в деньгах, в работе и в учебе. В деньгах что-то тут вы от чего-то уходите. От чего вы уходите? Смотрите. Так. Вы уходите от каких-то трат и понимаете, что нужно хранить деньги. Нужно на что-то копить деньги. Что слишком много денег тратить на своих родственников или как-то вот на что-то такое вот по хозяйству для дома. Здесь вы будете от этого уходить, вы будете как-то грамотно распределять свои финансы. Да, насчет финансов. Вы подумайте о том, что нужно сохранить то, что есть, и приумножить. Вы начнете на что-то копить. Более бережно начнете относиться к деньгам. Насчет денег так. А в работе, смотрите, здесь какие-то изменения. Здесь прям смерть идет. Или вы даже работу можете поменять. Или задумаетесь об этом, что как бы я хочу поменять работу. Может быть, мне чем-то другим заниматься. Или просто вы начнете свою работу выполнять по-другому. Как будто новые какие-то правила придут, может быть, новый человек, новые требования будут на работе. Обновят там регламент, что-то такое, да, и уже как-то работать вы будете по-другому. Такое тоже может быть. Может смениться руководство, и вот это все по-другому будет на работе. Новые условия, и вы будете уже по новым данным работать. Какие-то изменения, конечно, будут. Вот, в учебе здесь кто учится, те продолжайте учиться. Здесь вас ждет успех, вы можете стать очень хорошим специалистом, если будете прилагать усилия в учебе. Вот, сколько вот вы будете тратить время на обучение, столько у вас будет приумножаться знаний. Обучение очень хорошо пройдет. Вот. Старайтесь не задерживать вот эти сессии свои, вот эти все сдачи. Старайтесь вовремя все делать, потому что вы легко можете все сдать вовремя, без задержек. Просто прилагая определенные усилия, такие, которые каждый день, например, делаю уроки, задания, вовремя все сдаю. Вот это все делать вовремя, у вас легко все получается. Прикладывая, конечно, определенные усилия, вы тут ничего не пропустите, все сдадите вовремя. Такие возможности очень даже хорошие. Так, что у вас будет в любви? Давайте следующие карты. Вы обдумаете, кстати, в любви свои отношения, которые, возможно, были раньше. И в будущем вы примете решение, что если будет какой-то обман, или если вы будете чувствовать, что что-то не так, что-то не то, то вы на основании этого будете делать выбор честно. Честно принимать решения. Здесь как будто, знаете, не будете обманывать себя. Вы будете смотреть, знаете, как на любовь, на отношения. Вы будете смотреть с точки зрения не то, что я буду вкладываться, он мне нравится, да, я там на все согласна, нет. Вы будете теперь смотреть так на будущие отношения, что а покажи, что ты мне можешь дать, да, ну покажи своими действиями, поступками. Я посмотрю, подумаю, честен ли ты со мной, какие у тебя намерения. То есть вы не будете сразу бросаться в пучину страсти, нет. И чем-то жертвовать вы тоже не будете больше. Вы уже тут будете смотреть, ну это правильно, да. Будете смотреть на поступки человека. В вашей жизни тут может появиться в ближайшее время, кстати, вот в это загаданное время человек, для отношений, с которым вы можете начать отношения. Вот как раз-таки, наверное, он своими поступками и покажет вам свои намерения. Здесь может в вашем окружении появиться человек для романтических отношений, с которым будет хорошо, с которым будет комфортно, с которым будете понимать друг друга. Любовь может тут прийти к вам в ближайшее время.
Он может приехать из-за границы, или вы с ним можете поехать потом смотреть мир. Здесь такой вот, здесь нужно быть открытым миру, потому что он может быть, как бы вот, он живет в другом мире, вы в другом, да, у вас разные взгляды могут быть, разное воспитание, но здесь нужно быть открытым, принимающим, без каких-то там стереотипов, не знаю, что кто-то там на другом языке говорит, где-то в другом месте живет. Такое вот, нужно просто быть открытым, потому что придет какой-то человек. Очень большая возможность, встреча. Чем это все может закончиться? Вы можете не понимать друг друга. Вот как раз-таки о чем я говорила. То есть любовь будет, страсть будет. Но здесь, если вы не будете открыты миру, вы не будете понимать друг друга. Вы будете хотеть доказать, что я права, например, вот так вот. Я права, я так считаю. Вот мне без разницы, как там у тебя принято, да, я вот так вот хочу. То есть между вами вот то, что может разрушить ваши отношения, это непонимание друг друга. Возможно, вам нужно учить язык, чтобы лучше донести свои мысли, чтобы понять. Но тут нужно принимать другого человека, потому что хороший человек, с которым вам будет комфортно. Да, с ним можно построить отношения через дружеские. Здесь так вот. Через дружбу. Так, и вот еще одна карта. Что вам нужно избегать, чтобы решить этот вопрос, и если у вас препятствия? Ну, я бы не сказала, что тут у вас есть препятствия, но вам нужно избегать, знаете чего? Самоуверенности. Самоуверенности, что вот я тут вот все, как бы вот, не знаю, как сказать даже. В общем, самоуверенности нужно избегать. Это может быть препятствием. Ставить себя выше других тоже не нужно. Это тоже может быть препятствием к счастливому вот разрешению каких-то обстоятельств, к принятию возможностей. Что вам еще нужно знать? Смотрите, чего вы не знаете, что вам нужно знать. Вам нужно знать, что не нужно закрываться от ваших желаний, от каких-то импульсов. Если что-то вам в голову взбрело, вы хотите там какой-то проект, куда-то пойти, поехать, сразу действуйте. Что-то реализовать хотите, сразу. Не откладывайте, не планируйте, не думайте, что вот так вот может не получиться. То есть не нужно себе придумать отговорок или в прошлом что-то у вас не получилось. Нет, сразу действуйте, сразу действуйте. Просто будьте внимательны к тому, как было раньше, просто не совершайте тех же ошибок. Но начинайте действовать незамедлительно, как только ваша новая идея, мысль пришла в голову. И тогда вы достигнете успеха быстро. Вот. Так, давайте еще посмотрим подсказку вам. Подсказка от ангелов на ваше ближайшее время. Так, помогай. Помогай, подсказка. Помогай людям с наслаждением и радостью. Сфокусируйся на вопросе, как я могу помочь, и тебе будут отвечать взаимностью. Вот такая вот карта. Так что здесь у вас такие вот события вас ожидают в ближайшее время. Спасибо, единички. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Вот, очень рада, когда вы пишете хорошие отзывы, когда вы ставите лайки. Вот. Спасибо, единички. Давайте перейдем ко второй позиции. Вторая позиция. Давайте посмотрим, в каких вы энергиях. Вторая позиция. Вот здесь вы, возможно, встретили какого-то человека, с кем вам комфортно. Возможно, вы работаете в партнерстве с каким-то человеком, кстати. Вот, с кем вам комфортно. Да. Так, думаю, надо вот эти карты-то собрать, пока буду вам рассказывать. То есть сейчас вы как будто находитесь в общении с каким-то человеком, с которым вы думаете, что на одной волне. Вот. Тут и есть в вашей жизни общение с таким человеком. Возможно, знаете, такой человек, с которым вот как родная душа, вам хорошо и спокойно. Это не обязательно могут быть отношения. Да, здесь могут быть и отношения, влюбленность.
Можете кого-то встретить, кто вам нравится. А также вы можете просто общаться с каким-то человеком, с которым вам хорошо и комфортно. Вот как будто вот вы желаете одного и того же, цели у вас одинаковые, понимаете друг друга. Вот. Сейчас такое вот у вас происходит. У вас еще эмоциональное такое вот выбор может быть. Можете перед выбором стоять. Можете решать какую-то задачу, какой-то вопрос. Можете вообще на 2 работах работать здесь. То есть на основной работе какой-то свой проект реализовывать. Вот. И как-то гармонично все это делать, да? Или что-то выбирать, думать, туда пойти, это сделать. Какой-то выбор может быть на данный момент сейчас. Давайте, какие возможности приходят в самое ближайшее время к вам. Вот здесь избавление от боли. Здесь принятие, знаете, правды, вот все как есть. Да, вы как-то вот примите информацию. Сейчас еще посмотрим. Ну, карта упала. Засветилась. Да, то смотрите, страхи упали, страхи, боль, разочарование. Здесь у вас будет возможность посмотреть своим страхом в лицо, понять, почему это происходит, и пойти дальше. И уже не бояться. Обратите внимание, это может быть связано с мужчиной. Вот эти страхи, вот это вот непонимание, когда вас что-то вот, не знаю, держит в подвешенном состоянии, когда вам причиняет какую-то боль, неясность. Здесь это может быть связано с мужчиной. Как будто у вас могут повторяться отношения. Да, вам нужно принять решение насчет какого-то мужчины. Вот как будто все страхи и неуверенность ваша, все страхи вот эти, вот то, что я не смогу, не получится, и вот эта вот неуверенность, которая у вас есть, это все из-за какого-то мужчины. И вам нужно понять, что я не хочу так больше. Вам нужно просто принять решение, что я так больше не хочу. Я не хочу ждать, я не хочу, чтобы вот подозревать что-то, да, и я не хочу быть неуверенной в нем, в себе, вот это вот, знаете, что вот мужчина может вселять в вас неуверенность, и у вас это будет внутри расти, не будет мешать жизни, страхи появляются. Ну, здесь вы примете решение отказаться. Вот вы когда примете решение отказаться от вот этого вот, от такого отношения к себе, этот мужчина уйдет, и вы поймете, что вы можете действовать. Что, смотрите, вы возьмете свою жизнь под контроль. Как будто есть такой человек, который не дает вам двигаться, что ли, развиваться, не дает вам делать то, что вам хотелось бы. Который, вот, знаете, вселяет в вас такую неуверенность, что вроде бы вы хотели бы действовать, но вы боитесь, большие страхи у вас. А вдруг меня не оценят, а вдруг меня не полюбят, да? Вдруг я сделаю что-то не так, меня осудят, ерунда все это. Избавляйтесь из своего окружения вот от такого человека. Вот если вы избавитесь, то здесь как-то новая жизнь начнется. Вы возьмете свою жизнь под контроль. Во-первых, к вам придет другой человек совершенно другими энергиями. С ним вы вообще можете много реализовать. Вы можете построить свою новую жизнь так, как вы хотите. Вы как будто вернете себе свою жизнь. Когда избавитесь от вот этого угнетающего человека, который сомнения у вас вселяет, вы вернете себе свою жизнь, и вы станете жить свою жизнь. И по магу вы тут сможете свою жизнь формировать так, как вы хотите. Наконец-то вы возьмете все в свои руки, не будете там от кого-то зависеть. Так, давайте посмотрим здесь у нас.
Так, что у нас ожидается в деньгах, в работе, в учебе? Так, в деньгах. В деньгах какие-то быстрые изменения, быстрые будут какие-то потоки, приходы, уходы, покупки, будут поездки. Плюс они приходить к вам будут тоже быстро. Здесь какое-то быстрое движение денег будет. Деньги приходят, потратили, уехали куда-то, что-то купили, может быть, на автомобиль можете потратить. Тут что-то вот такое движение, с движением связано. Будет очень большое движение денег. Приходить деньги будут, все нормально, будете при деньгах. С деньгами все нормально. В вопросе работы, в работе вас могут не оценить ваши старания, вот то, что вы делаете, как будто так и должно быть, как будто это же ваша работа, как-то вот так, да, но вот будет обидненько, вот так вот, обидненько. То есть я стараюсь, а меня даже как-то вот, как будто так и должно быть, принимать, да, вот как-то что-то не очень. Вот это вот будет такое ощущение. В учебе, что по учебе? По учебе здесь все благоприятно тоже, здесь обучение дома возможно, очень много времени будете проводить дома. Здесь с обучением все нормально, если у вас будет все стабильно, ну как бы вот по времени, не будете сбиваться с курса, так сказать, с режима, с графика, то тут все нормально, тут все хорошо, обучение проходит. Главное не сбиваться с намеченного курса, не задерживать, все делать вовремя, как-то спокойно насчет обучения, как-то планомерно все как шло, так и идет. Дома все хорошенько подготовьте и все там. Если вы подготовите, то тут все хорошо, все сдается. Вот. Что у вас в любви? Давайте посмотрим. Ну что в любви? Здесь какой-то... Так, здесь может быть и приезд нового какого-то человека, и переезд, и уход от старого, приход нового. Вот. Здесь может новый человек в вашей жизни появиться, если вы куда-то переезжаете, смена локации. Может быть, работу смените, кстати. Если вы смените работу, то как будто вы уйдете от тех, кто вас недооценивает на работе. От этой ситуации уйдете. Я не знаю, тут же про любовь смотрим. Вы сейчас закрыты к новым отношениям, потому что здесь вы закрываете свои чувства. Вот к новому всему вы закрываете, потому что у вас было разочарование, вы не хотите повторения. Да, вы хотели бы внимания не одного человека даже вы хотели бы, вам бы хотелось все изменить, чтобы на вас обращали внимание, чтобы вам делали комплименты. И в вашей жизни может появиться новый мужчина, но вы как будто здесь закрыты будете от отношений. Как будто нет доверия уже. Нету доверия. Нет, я не верю, я не верю. Опять меня там не оценят, опять мне там что-то расскажут, и все это неправда. Вот тут вот так вот. Смотрите, что нужно делать? Ну, нужно дать шанс себе, своему сердцу. Нужно принять и понять те ошибки, которые у вас были. Нужно не входить в треугольники. Вот. И дать понять человеку, что вы сначала посмотрите на его поступки, а потом уже будете решать. То есть не принимайте быстрые решения. Смотреть на человека. Так, что вам нужно избегать? Вот, вам нужно избегать треугольников, где вас не выбирают. И вам нужно еще избегать бездействия. То есть, если вы думаете, что ситуация разрешится сама собой, это нет, не так, она не разрешится сама собой. Здесь нужно что-то делать, прилагать усилия, принимать решения. Вот. Что еще вам нужно знать? Давайте посмотрим. Ой, смотрите, что тот, о ком вы мечтаете, он появится в вашей жизни, когда вы будете в других энергиях. Когда вы будете отсекать
все плохое. Когда вы будете отсекать треугольники и тех мужчин, которые вам просто ля-ля-ля там на уши приселят, что-то там ничего не обещают, да, когда вы будете отсекать этих мужчин, когда вы будете смотреть на поступки, то есть вы уже будете в других энергиях, вы будете открыты к общению, да, ну, будете смотреть, не будете сразу в отношения там влазить, да, тут приходит мужчина для счастливых, серьезных отношений, как будто вы его загадали, вот о котором вы мечтали, потому что здесь прям по мечте, по звездам. Как будто то, что вы хотели, будет. Тут такой, как вот вы хотели. Человек придет, когда вы будете отказываться вы за это время. То есть вы отказываетесь от тех мужчин, которые вас не устраивают, которые хотят из вас вот вашу энергию выпить, да, вот ваши там понервничали, чтобы вы... То есть вы свою энергию раскидываете, а сами не наполняетесь. Вы себя обезжизниваете, как сказать, обессушиваете. А так вы отказываетесь от таких вот отношений, от общения, и вы накапливаете свою энергию, вы в других энергиях уже потом, вы наполняетесь, у вас много будет энергии, и придет человек на вашу энергию, который докажет вам своими поступками, что да, это я твой мужчина, и никто другой, у вас даже сомнений не возникнет. Вот. Будут очень уверены. Вот это ваша мечта, это как вы хотели. Придет такой. Так, давайте посмотрим. Подсказка от ангелов для вас. Какая для вас подсказка? Расслабься. Расслабься, говорят ангелы. В моменты напряжения и внутренней борьбы ты остаешься глух к голосу небес. Позволь себе расслабиться, чтобы услышать нас зов в трудную минуту. Видите, чтобы услышать подсказки, которые вам ангелы дают, да, нужно расслабиться, не нужно много думать. Вот расслабься, вам говорят. Не нужно напрягаться, много думать, надо вот расслабиться, надо уметь это делать. Так что здесь у вас так, двоечки. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, мне будет очень приятно ваши лайки. Вот. Так, сейчас я все уберу. Вы можете пока поставить лайк. Вот ваши карты. Так. Спасибо, двоечки. Давайте будем смотреть теперь третью позицию. Третья позиция у нас. Так, смотрим, в каких вы энергиях, что у вас сейчас происходит. Ну, смотрите, здесь у вас все хорошо, веселимся, общаемся. Здесь вокруг вас окружение такое, которое, возможно, готовится к Новому году. Разговариваете о нарядах, сплетни, может, какие-то там. В общем, общение корпоративное, что-то такое возможно. Вот, по работе, с девчонками много встречаетесь, общаетесь. Здесь как будто много общения, встреч и такой легкости, когда вы просто разговариваете обо всем и ни о чем. То есть тут не рабочие моменты, скорее всего, о жизни. Ну вот, здесь какая-то легкость такая. А то, знаете, здесь планы, как встретить Новый год, какое платье надеть там, да. Нужно записаться к косметологу, нужно купить новый наряд. Есть какие-то приятные заботы, приятное общение. Да, какие возможности в ближайшее время? Ой, смотрите, какие возможности. В ближайшее время вы можете получить внимание какого-то мужчины. Противоположный пол будет вами очень даже интересоваться. Потому что вы, видимо, хорошо за собой следите, вы общаетесь, у вас женская энергетика сейчас очень хорошо работает, тут развита, очень женственная, привлекательная. В ближайшее время у вас есть возможность или познакомиться с новым человеком, который придет в вашу жизнь. Придет он не с пустыми руками, а с подарочком. Вот. И готов будет вкладываться в ваши отношения. Такой вот человек придет. Или какие-то новые возможности появляются, которым вы откроете дверь, и он скажет: вот, я пришла, твоя новая возможность, пускай меня. Вот. Да, общение, знакомство с новыми людьми. Так, еще какие новые
Ой, смотрите, еще какие возможности. Но здесь, да, тут вот еще, тут возможно, что новый человек появится в вашей жизни, ради которого вы готовы будете даже чем-то пожертвовать, ради которого вы готовы будете переехать, да, сменить работу, выучить язык, то есть на какие-то жертвы вы готовы будете ради него. Потому что здесь этот новый человек будет очень яркий, и он очень будет заходить как-то вот тут и с подарочками, да, и может быть на какой-то крутой машине, он будет ярко заходить, что, мол, посмотри на меня какое, я так выделяюсь, как бы вот я выигрываю среди, на фоне других, да, он будет такой яркий мужчина, вы не пропустите, вот, и он, ради него вы готовы будете меняться. Какие-то тяжелые обстоятельства уходят, может быть, какие-то болезни отступят, если у вас что-то болело, там спина, поясница, да, это отступает. Может быть, вы сходите на массаж. Знаете, здесь как будто те люди, кто, кто вас не ценит, вы не будете с ними общаться. Вы будете общаться только с теми, кто вас ценит. И это будет вас наполнять, гармонизировать. Здесь как будто вы приходите к себе. Здесь как-то женская энергия такая, вы наполняетесь. Вы видите тех людей, с которыми вам неприятно, вы просто с ними не общаетесь. Здесь как-то легкая такая текучая энергия. Вы знаете, чего вы хотите, вы знаете, как быть красивой, как доставить себе удовольствие. Здесь вот такое вот, такие возможности. Давайте посмотрим, что у вас в деньгах, в работе, в учебе. Так, в деньгах. В деньгах будет и так будет. То есть деньги, то нет денег, нормально все. Вот, это будет немножко меняться, как бы вот, то деньги приходят, то деньги уходят, ну как нормальный круговорот денег идет. Как обычно это происходит. Пришли, мы на что-то потратили, потом опять пришли, мы опять на что-то потратили, какой-то вот такой круговорот, деньги будут. Деньги будут, все нормально с деньгами. В работе здесь может быть какой-то новый проект, общение с каким-то новым человеком, возможно, кто-то новый придет в вашу команду. Хороший человек, возможно, молодой, еще мало опыта, но он научится, есть хорошие перспективы. Вот. Или какое-то новое предложение по работе вас ждет. Новые люди могут прийти, те, кто придут в вашу жизнь в ближайшее время по работе. С ними можете хороший контакт наладить. Они, если это клиенты, они будут платить, все нормально. Тут без обмана, тут человек хороший, стабильный, тут хорошие возможности. Не нужно бояться. По учебе, если вы хотите учиться пойти, то думаете, да, то вы можете выбрать что-то и пойти учиться, это нормально. Тут есть много вариантов, если вы хотите учиться, просто можете выбрать что-то одно на все, не разбрасывайтесь на все. Если вы уже учитесь, да, то решайте дела поочередно, не беритесь за все сразу, решите одно что-то, сделайте один проект, другой проект. И не думайте, что все может решиться само собой, что вот я вытяну именно этот билет. Нет, здесь нужно выучить прям основательно. Одно, второе, третье, подготовиться. Не мечтайте слишком, не думайте, что все сложится само собой. Подготовьте. Здесь нужно хорошо подготовиться, не обманывайте себя. Вот. Хорошо подготовился, все сдал. Вот здесь так. Давайте посмотрим, что у вас тут в любви еще. У вас будет меняться энергия, вы будете наполняться, да. Здесь больше вы начнете прислушиваться к себе, поймете, чего вы хотите. И здесь вот, если у вас есть какая-то цель, вы начинаете действовать, потому что сейчас у вас будет энергия дана на то, чтобы реализовать то, что вы хотите. Может быть, вы хотели какой-то проект давным-давно. Может быть, вы хотели познакомиться с кем-то. То вы здесь познакомитесь, здесь есть возможность познакомиться, потому что у вас женская энергия, она притягивает мужчин, вы прям притянете какого-то человека, с которым вам будет комфортно. Здесь даже любовь может быть взаимная, взаимная симпатия.
Здесь вы даже можете познакомиться, кстати, когда общаетесь с подружками, ходите на какой-то корпоратив, да, то есть вы видно, что вы о себе заботитесь, вы классно выглядите, то есть вы веселитесь, так, вы притягиваете взгляды мужчин. И здесь у вас может быть знакомство с человеком, с которым создать можно хорошие отношения. Можете вместе жить, потом все хорошо, чтобы у вас семья может быть. Вы можете сомневаться, конечно, в чувствах, да, потому что тут может быть, могут быть какие-то претензии, ревность, потому что вы, возможно, ищете идеального человека, а человека можете встретить какого-то, знаете, который немножко вот надо его подправить, то есть до идеала тут немножко тебе надо вот это сделать, да, то есть вот как бы вот, чего это ты тут нравишься всем женщинам, смотри только на меня, вот смотрите, упал император, упал у меня с колоды. Здесь есть возможность встретить хорошего человека своего. Но как будто, знаете, вы будете хотеть его переделать под свой идеал, что-то доделать, как-то вот его долепить, а он уже сформированный человек. Вот, давайте еще посмотрим, если у вас какие-то препятствия. Ну, препятствие только одно. Собственничество мое. Ограничивать, ограничения. У вас есть ограничения, которые вы сами себя ограничиваете. Вы можете ограничивать, кстати, вот другого человека. Не нужно ограничивать ни себя, ни других. Не нужно какие-то рамки ставить. Смотрите на все шире. Вот этот вас может тормозить. Что еще вам нужно знать? Что не верьте словам, которые вам много обещают, потому что те, кто сладко говорит, могут разбить вам сердце и причинить боль. То есть вы можете остаться ни с чем. Если будете верить сладким словам, сладким речам, ждать, что это все сбудется, произойдет то, что человек вам обещает, не стоит. Будет разочарование, разбитое сердце. То есть не нужно верить словам, нужно верить в то, как человек к вам относится. Вот. Нужно смотреть, как он относится к словам. Не нужно флирт, это флирт, но это ничего серьезного, понимаете? Сказать можно все, что угодно. Давайте посмотрим вам, что ангелы хотят сказать вам. Будь счастлив. Ангелы хотят сказать, будь счастлив. Если новая работа, финансовая помощь или желанная любовь помогут тебе обрести долгожданный покой, значит, мы делаем священное дело. Вам только нужно определиться, какую работу вы хотите, что с финансами, да, и какая любовь. Видите, вам ангелы говорят, что они помогут в этом. Помогут. Если это сделает вас счастливой. Спасибо, троечки. Обязательно ставьте лайки, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Так, сейчас я все соберу карты. Так, приходите в телеграм-канал, возможно, вам будет интересно. Там то же самое у нас. Те же самые видео, что на ютубе, да, просто чтобы не потеряться. Вот. Если вас интересуют какие-то вопросы по раскладам, напишите, будем смотреть все раскладики. Так, спасибо, троечки, четверки. Теперь смотрим четвертую позицию. Так, в каких вы энергиях? Что у вас сейчас происходит? Ой, вы, возможно, сейчас, кстати, приболели. У вас может болеть спина, вы много работаете, вы много сидите на этом вашем стуле, возможно, он очень неудобный. Может болеть спина и шея здесь, да. Ноги могут уставать, может, где-то бегаете. Здесь вам не хватает здоровья, вашего физического, ментального здоровья, просто нехватка. Здесь может быть еще нехватка финансов, внимания. В общем, здесь дефицит у вас, вы в каком-то дефиците сейчас. Дефицит чего-то в вашей жизни, чего угодно. Здесь дефицит здоровья, может быть, дефицит внимания, энергии не хватает, устаете. Вот. Ничего вас не радует, как бы вот что-то такое вот у вас. Депрессняк какой-то. Так, давайте, возможности. Здесь вы много мечтаете, у вас, конечно, много чего хотите реализовать.
уточним еще. А здесь очень даже хорошие возможности в вашу жизнь приходят в ближайшее время. Смотрите, здесь то, о чем вы мечтаете, то, что вы хотите, да. Здесь как-то интуитивно вы поймете, куда нужно идти. У вас много вариантов, вариантов решения вашего вопроса. Ваши желания даже так могут исполниться несколькими способами, но много есть вариантов решить. То есть то, о чем вы мечтаете, это достижимо, это реализуемо, это возможно, это не только мечты, это реально может быть в вашей жизни. То, чего вы хотите. Если вы хотите здоровья, если вы хотите работу, здесь все может быть. По работе вообще много вариантов, просто доверьтесь интуиции. По здоровью тоже нужно заботиться о себе, больше спать нужно, следить за своей внешностью, кушать правильно, да, чтобы вы чувствовали себя хорошо. И прислушивайтесь обязательно к себе, к своей интуиции, к своим чувствам, что вам нравится, что вам не нравится. Не надо себя заставлять. Здесь вы можете что-то понять. Здесь, знаете, возможность, когда вот у вас могут открыться глаза, как будто вы можете узнать то, чего вы не знаете. Сейчас вы этого не знаете, но какая-то тайна может открыться вам. Вы поймете как-то вот, как действовать, куда идти, что вы хотите, что вы делаете не так. И в вашу жизнь много возможностей может прийти в ближайшее время. У вас много просто. Вы можете еще выбирать. Новые люди могут прийти в вашу жизнь. Предложение о работе может быть несколько. Такие возможности. Что вас ожидает? Давайте посмотрим. Так, в деньгах, в работе. И в учебе. Что тут вообще голяк, да. В деньгах вас не будет устраивать ваша зарплата, вас не будет устраивать отдача на работе. То есть вроде бы все нормально, да, вроде как-то все как-то уже привычно, обычно. Но, блин, что-то не хватает, это меня не устраивает. Мне не хватает на это, на то. Я бы хотела больше, я хочу новых возможностей. В деньгах вам будет не хватать денег, вы будете недовольны, вы будете хотеть большего. Это нормально хотеть большего, нормально. В работе здесь как будто закрыты какие-то действия, возможности, пока тема работы закрыта для вас. Видимо, на что-то другое нужно обратить внимание. Насчет учебы тоже здесь может быть такое разочарование, что вас могут не оценить по учебе, вы можете стараться, но вам может попасться именно тот билет, который вы нифига не выучили, да. Вот, здесь как-то так вот может быть, что вы вроде бы подготовились, пришли, пару перенесли там, или вы опоздали, где-то что-то такое, здесь прям что-то такое вот не будет получаться все как хотелось бы. Давайте-ка еще глянем. Ой. Это вам период, кстати, дам для того, чтобы вы начали шустрее заниматься этими своими вопросами работы, чтобы вы перестали сидеть и думать, ой, как все несправедливо, ну почему же у других так, а у меня так. То, что вы по работе взяли, по деньгам по своим, да, по деньгам, то, что если вам не хватает денег, значит, ищите дополнительную работу, значит, придумайте свой проект, значит, выходите на новых подрядчиков, заказчиков, не знаю, с чем связана ваша работа, ищите новых, значит, партнеров, ищите новые какие-то возможности. Вам вот этот вот период разочарования, недовольства дан для того, чтобы дать вам пинок под зад, так сказать. Пинок просто. Давайте ищите, где-то что-то вам не хватает. Вот за квартиру могут повысить еще оплату, вы будете думать, ой, как все несправедливо. То есть здесь нужно искать новые возможности. Чтобы вы поняли, что в вас большая сила, чтобы вы не сидели так просто, не грустили, не тратили ее, чтобы вы пошли в реализацию. А по работе здесь у вас тоже что-то все закрыто, потому что здесь вам нужно понять, что не нужно ничего ждать. Вас не устраивает, если какой-то вариант. У вас вообще тут несколько вариантов, но вас не устраивает, как будто не то, вы недовольны. Не хотите принимать решения, возможно. А в работе просто нужно пахать здесь. Просто нужно работать, работать и работать. Вот, возможно, еще какую-то работу найти. И вот тут вот у вас пойдет заработок. То есть
В работе нужно стараться и никогда не отпускать руки, не останавливаться. Стать классным специалистом, что-то новое изучить, быть незаменимым работником, не знаю, повышать себе зарплату, поговорить о том, что так, я делаю то-то, то-то и то-то, как бы повышение зарплаты там, поговорить об этом. По учебе тоже этот период дан для того, чтобы вы собрались, чтобы вы, не знаю, включили будильник нормально, чтобы не проспали на пары, чтобы не затягивали проекты, чтобы вы хватались за все. Не так, что вот я сначала это, а то потом, а тут сроки передвинули, надо срочно сдавать, тут еще накопилось это, а я еще то не сделала. То есть здесь для того, чтобы вы начали шустрее заниматься своими вопросами, чтобы вы одновременно делали несколько дел, а не так, что одно сделаю, второе сделаю. Вы чтобы сделать, чтобы все, брались за все и готовились одновременно везде. И по всем вопросам. Билет по всем вопросам. Не так, что где-то мне не попадется, а вот попадется как раз таки. То есть, чтобы быть подготовленным, эти все вам пинки, чтобы вот вы наконец-то взяли себя в свои руки, в свою жизнь и начали действовать. Что в любви. Тоже не сладко, да? Но, видимо, этот период, это период пинков, чтобы взяли свою жизнь в свои руки. В любви здесь ничего нету, даже если есть, мне это не устраивает. Здесь нет равного взаимообмена, если вы в отношениях. Здесь вообще может быть не быть отношений, вы, может быть, расстались. Тут могут быть претензии друг к другу у партнеров, если вы расстались. Вы можете думать, что никогда не встретите такого мужчину, которого хотели бы, который бы вкладывался, который бы так же, как и вы, там, хотел бы, чтобы были стабильные взаимоотношения такие прочные. То есть здесь очень большие страхи, надумывание того, что вот все пропало, все пропало. Здесь тоже что-то что-то за депрессняк у вас вообще вот этот. Вот он как идет с самого начала, так и идет с самого начала. Вы даже не даете себе возможности вот этой вот мысли, да, даже закрываете себе возможность того, что есть перспективы, есть возможности, что то, что было в прошлом, оставлю в прошлом, пойду дальше. Сначала знаете, что вам нужно понять, что то, что было в прошлом, то оно осталось. Оставьте его там. То, что вы как хотите ваше будущее, вы подумайте, как вы хотите. Прежде чем действовать, очень хорошо подумайте, как вы не хотите, как вы хотите. И не нужно себя ограничивать. Не закрывайте, не придумывайте, не обманывайте себя вот от всего вот этого, что происходит. Четко смотрите на ситуацию. Вам нужно видеть все как есть. Перестанут приходить мужчины такие в вашу жизнь, которые вас обесценивают, которые вами пользуются. Придет тот, кто вас будет наполнять. Не будет в гармонии, который позволит вам быть девочкой, а он будет мужскую позицию занимать. Он будет, конечно же, много чего решать, но с ним вы будете как вот под крылышком, вот под защитой. Придет такой человек, когда вот вы, конечно, от своих вот этих избавитесь, вот этих вот иллюзий в голове, от того, что там вы себе напридумывали, что уже никогда было и было. Больше так не будет. Так, посмотрим. Если какие-то препятствия. Препятствия могут быть такие, что вы себе придумали какую-то семью идеальную, как вот вы бы хотели, идеальные отношения с человеком, семейный, дружеский характер, любого там, вот просто идеальные отношения вы себе придумали. И если что-то не соответствует, да, это вот ваше препятствие. То есть вы не даете событиям развиваться так, как они должны развиваться. Вы хотите, чтобы они развивались под вас, так, как вам хочется. А может быть, если они будут развиваться не так, как вам хочется, будет еще лучше. То есть вы своими вот этими вот стереотипами в голове, как вы хотите, вы себе перекрываете просто возможности. Что еще вам нужно знать? Еще вам нужно знать, что у вас интуиция очень хорошо работает. И страхи, кстати, у вас очень большие страхи. Вам нужно знать, что вам нужно идти по своему пути.
Потому что когда вы будете прислушиваться к себе и идти по своему пути, вы будете в гармонии. Здесь, знаете, как-то надо увидеть все свои плюсы и минусы, свою черную и белую сторону, да, принять это все, гармонизировать и идти вперед. Вам нужно принимать себя такой, какая вы есть. Вам нужно понять, что вы уже полноценная личность, что вы уже ценная, что вам не нужно никому ничего доказывать. То есть вам нужно принять себя. Вот, давайте посмотрим, что вам ангелы хотят сказать. Отпусти страх. Вот у вас как раз таки с самого начала, с первой карты это идет. Страхи, сомнения, вот это из-за этого можете болеть. Так, отпусти страх. Ангелы говорят, небеса побуждают тебя жить в согласии со своей любовью, а не со своим страхом. Видите, живите в согласии со своей любовью, а не со своим страхом. Отпустите эти страхи. Они вам не дают идти вперед, стереотипы в голове, как и что вы придумали. Дайте миру показать вам, как может быть. Как может быть здорово. Спасибо, четверочки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я буду очень-очень рада, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Можете написать комментарий. Вот. Удачи вам, четверки. Ну все, всем спасибо. Увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь. Всем пока.